Изначально игры придумывались как способ досуга, который позволит скоротать время. При этом дополнением будет и получение хорошего настроения. Однако с течением времени у людей появлялись все более и более изощренные варианты этого самого досуга. Постепенно мы докатились до развлечений, которые должны нас пугать. Да-да, у каждого человека свои фетиши. Кто-то любит пощекотать нервишки, кто-то хочет проникнуться эмоциями персонажа, а кому-то просто доставляет преодолевать вызовы, которые бросает нам виртуальный мир. В этом видео мы продолжим говорить о давно позабытых, но ранее таких любимых играх платформы Java.me. Не забываем оставлять комментарии, в которых вы расскажете, какие у вас есть фетиши, а мы начинаем. А начнем мы, пожалуй, со старого доброго фэнтези мира игры Орки и Эльфы. Игра была разработана уже ранее нам знакомыми ребятами из студии ID Software, а выпущена была в 2006 году. Однако до европейского континента она добралась лишь в феврале 2007 года. Буквально год проклятые пиндосы удерживали этот шедевр от наших потных ручек. Хотя, надо признать, в течение 2006 года игра не теряла зря времени и успела получить множество положительных отзывов, а также немало наград. Тогда это был буквально Baldur's Gate 3 в мире мобильного Итак, игра начинает свой рассказ с небольшого введения. Армия орков и секта темных эльфов, известная как Веймир, Вземир... в общем, да. После этого короткого введения нас выплевывают в добрый фэнтезийный мир, в котором первое, что мы видим, стену, заляпанную кровью. Немного растерянно и робко мы подходим к призраку Дварфа, который охраняет не совсем понятно что. Дварф нас останавливает и задает весьма прямолинейный вопрос: друзья ли мы или враги для него? Учитывая, что за нашими плечами нескромные достижения в жлобинском ПТУ, то наше владение иностранными языками заканчивается на London The Capital of что-то там, а потому общение с Дварфом берет на себя наша волшебная палочка. Она сообщает Дварфу о том, что мы совершили длинное путешествие и что мы немного не понимаем, что здесь происходит. Собеседник нам повествует о том, что их атаковали орки при поддержке темной магии. Но Дварфы тоже не промах, собрались всеми силами и остановили продвижение противника. Однако враги никуда не делись, и они по-прежнему тусуются здесь. Как вы можете понять, на наши плечи ложится ответственная задача – уничтожить монстров, а также найти короля Брама. Наш собеседник нас предостерегает, что за дверью нас не ждет ничего хорошего. Пожилой Каспер не соврал, стоило отвориться двери, как на нас изо всех щелей посыпались враги. Отправив их на другую сторону бытия, до нас доходит одна простая мысль, что это далеко не последние опасности и препятствия, которые повстречаются нам на пути. Игра Орки и Эльфы является РПГ от первого лица в условно открытом мире. По большей части мы будем проводить в разного рода локациях, которые будут хорошенько приправлены тайниками, монстрами, загадками, записками, а также не забываем, что это проект все-таки RPG, да. Соответственно, здесь есть прокачка. К сожалению, она ровно такая же, как и во всех остальных проектах студии ID Software на этой платформе. Система эта примитивная, но, знаете ли, на Java платформе даже такое выглядит шикарно. 3 декабря 2007 года вышло продолжение. Игра Орки и Эльфы 2. Проект продолжает историю, которая была рассказана в первой части, однако главным героем отныне будет не фимбойчик, а некий эльф по имени Вален, который выкрал волшебную палочку у нашего главного героя первой части. Отныне волшебная палочка вынужденно составляет компанию своему же вору. Однако вор не совсем вор, он выкрал палочку в благородных целях. Как оказалось, городу, в котором проживает эльф Вален, грозит некая опасность, с которой может справиться только волшебная палочка. Узнав хоть сколько-то весомую причину похищения, палочка даже соглашается помочь герою. Так и начинается новое приключение. Вторая часть была выпущена буквально через год после релиза первой, и естественно, столь короткие сроки отразились на проекте. Здесь практически нет никаких визуальных новшеств, однако авторы вложились в улучшение того, что было. Теперь у нас полноценный
полноценная торговля системой торга. Можем немножко скинуть цену, если нам не хватает денежек. Также у нас появился маленький хвостатый друг, которого мы можем посылать на разведку или пролезать в места, где тушка героя не пролазит. И да, как я мог забыть, теперь в начале игры можно выбрать сложность. Обычный, сложный или кошмар. Смею предупредить, что пока я бегал и снимал футажи на обычной сложности, бывали трудности. Так что если в ностальгическом порыве вы захотите поиграть в эту игру, то не советую ставить выше обычной сложности. Следующая игра была разработана студией Net Software. Бункер 3D. Первая часть из трилогии игр о советском офицере, который попал в тыл врага. Данный эпизод повествует о событиях, которые разворачиваются в секретном бункере Третьего Рейха, куда тайком и забрался наш бравый советский офицер. Он все еще не подозревает, с чем ему предстоит столкнуться и какие его там ждут испытания. Игра во многом напоминает геймплей Wolfenstein 3D 92 года. Здесь нас ждет нечто схожее. Толпы врагов, которых выкашивает наш главный герой пачками, а также не забывает искать тайники, которые щедро разбросаны на каждой локации. Лаборатория 3D. Продолжение истории нашего героя, который ни много ни мало встрял в бункере. Однако умудрился обезвредить ядерную бомбу и выкрасть чертежи этой самой бомбы. Теперь наша задача доставить эти секретные документы в штаб советской армии. Правда, об этом рановато еще думать. Нашему офицеру необходимо пробиться сквозь толпы солдат СС, воочию узреть жуткие опыты, которые проводятся в секретной лаборатории. Изменений в этой части нет. По сути, это та же самая игра, которая расскажет чуть больше, чем прошлое. Крепость 3D. Заключительная часть трилогии, в которой мы наконец-то вырвались из подземного комплекса. Правда, рано было радоваться. Крупные силы СС начали перебрасывать крепости, в районе которой и вылез наш герой. Теперь получается, что нам нужно выдержать осаду против сотен врагов. Сможет ли выбраться герой из этой заварушки или нет, вы сможете узнать сами, если скачаете игру и воспользуетесь эмулятором G2Me Loader. Кажется, у нас снова творение от студии ID Software. На этот раз мы взглянем на такую игру, как Wolfenstein RPG. Проект вышел 30 сентября 2008 года и был тепло встречен публикой. Геймплейная игра не сильно отличается от таких проектов, как Орки и Эльфы, Doom RPG и так далее. В целом они имеют схожую основу, однако визуал и все остальное кардинально отличается. И слава богу. Сюжет стартует с небольшого брифинга, из которого мы узнаем, что немцев теснят и победа вот-вот уже наступит, однако, как обычно это бывает, у немцев появляется супер-пупер секретное оружие, благодаря которому они могут изменить исход войны. Что естественно не устраивает союзников, а потому глубоко в тыл врага был отправлен специальный диверсионный отряд, который должен был найти и уничтожить секретное оружие Рейха. Правда, как обычно это бывает, все пошло по одному месту. Отряд вместе с нашим главным героем оказался в плену у немцев. С этого момента и стартуют события игры Wolfenstein RPG. В какой-то момент игра останавливается на двух фетишистах, один из которых говорит: надо бы проверить американского солдата. Второй запротестовал, мол, а почему тебя это так беспокоит? Первый же парирует тем, что американский солдат нужен живым, потому как нужен какому-то ордену. Второй безысходно соглашается и говорит, что сейчас быстренько глянет, как там дела, и вернется обратно. Однако шахматисты недооценили американского солдата, ведь он умудрился отодрать унитаз от пола и убить им охранника, который пошел проведать нашего героя. И теперь нам передают борозды управления. Как уже ранее упоминал, игра в геймплейном плане не сильно отличается от других проектов студии. Здесь мы можем наблюдать все такой же геймплей. Есть огромная локация для исследования, там множество тайников и записок, пасхалок, врагов. В общем, в этой игре не будет скучно, это уж точно. Например, тут можно навалять любому портрету Гитлера, устроить допрос с пристрастием. Можно найти даже Озона, который немного бахнул пивандеполы. Здесь нам встречается Шиз, который любит играть в местную
карточную игру «Война». По сути, это лютый рандом, в котором побеждает тот, кто вытянул карту получше. В игре имеются станции, на которых можно кастовать разного рода эликсиры, а также находить разные книжки, которые могут дать как бафы, так и дебафы. Ах да, в игре присутствуют и босс-файты, в первом из которых мы сцепились с Игорем Синяком, который начал яростно пытаться запрыгнуть мне на голову. В общем, рекомендую к ознакомлению, а мы переходим к следующему проекту. Отсюда поддувает снизу. Wolfmon. Или же Волчья Луна, проект, разработанный студией, не поверите, Rovio, да-да, те самые, которые делали Darkest Fear. Так вот, данная игра расскажет нам историю детектива Жанет Кейн, которая прибыла в поселок городского типа, чтобы расследовать странные убийства путников. Капитан О'Брайен отказался от сотрудничества, так что героине пришлось вести расследование в одиночку. Во время расследования на нее напало красноглазое чудовище. После случившегося она очнулась в больнице Вейн-Крик с укусом на плече. Правда, ни с того ни с сего к голове Жанет приставили пистолет. Это, кажется, был тот самый О'Брайен, который отказался нам помогать. Чудом выхватив оружие, нам удается сбежать из больницы. Итак, наша героиня оказывается на опушке хер знает где. Чуть позже нам на пути встречается человек, который нам рассказывает, что нам осталось жить примерно 30 дней, а потом мы превратимся в такое же лохматое нечто с красными глазами. Но это можно предотвратить. Для этого нам необходимо отыскать тотемы и собрать их в некой Серебряной горе. А пока мы этого не сделали, за нами будет гоняться весь поселок, чтобы нас спустить на меха и шубы. Эх, помню, как в детстве не понимал, как пройти эту игру. Правда, я и сейчас не понял, как... Да. В графическом плане игра выполнена средненько. Мне не совсем понравился визуальный стиль, который решили выбрать авторы. Однако и сам геймплей здесь не сильно чтобы интересным был. Нам приходится передвигаться по огромному району, где периодически происходят рандомные события. Олень пробежал, собака прискакала, или может охотники выскочили из кустов. Всех их можем умерщвлять разнообразным арсеналом оружия. Ножи, пистолеты, винтовки и так далее. Если днем в целом все более или менее спокойно, то с наступлением темноты к главной героине подтягиваются мохнатые друганы, которые так и норовят нас пустить на шашлык. В какой-то момент моих похождений героиня просто встала колом посреди реки и никуда не хотела двигаться. Уловив тонкий намек, я вышел и делитнул с концами этот шедевр. Ну что ж, друзья, на этой платформе есть еще множество хороших игр, о которых, возможно, я не упоминал или по своей неосведомленности пропустил их из виду. Но не стоит огорчаться, ведь есть комментарии, где вы можете рассказать о своей любимой игре. А на этом мы будем прощаться. Всем спасибо за просмотр, всех целую, всем пока-пока.